Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. У нас сегодня понедельник. На прошлой неделе я особо ничего не делала, поэтому, если честно, особо ничего и не снимала. Я хотела поснимать вам наше воскресенье, но мы в это воскресенье не поехали на море. Как-то решили просто отдохнуть. Не знаю, как-то не было настроения ехать на море, хотя я очень ждала лета, что думала, что каждую неделю я буду ездить на море, я же так его люблю. И в прошлом году так и было. Мы каждую неделю ездили на море, но в этом году как-то, не знаю, решили какие-то, видимо, делать паузы, перерывы. Вот, у меня не всегда есть энергия на какие-то активные планы, тому сейчас есть причины. В общем, добро пожаловать в один из моих дней, и давайте проведем его вместе со мной. Я уже сегодня потренировалась, у меня каждое утро тренировки. Сейчас я уже очень голодная, потому что тренировки я делаю на голодный желудок, поэтому сейчас собираюсь пойти приготовить один из своих любимых завтраков. На самом деле у меня сейчас такой период в жизни, что мои дни достаточно спокойные, они не очень активные, вот, поэтому иногда мне кажется, что вроде бы и нечего записывать на видео, я же вроде ничего не делаю, хотя мне кажется, можно записывать какую-то рутину, показывать вам, как проходит мой день, что я в принципе делаю, даже если этих действий немного. Наверное, потихоньку как-то буду, показывать больше рутины, и, наверное, немножко попозже начну рассказывать вам о изменениях, которые сейчас происходят. Пока не знаю, если честно, когда начну. Наверное, когда созрею, когда пойму, что готова, то начну вам рассказывать. Вчера в воскресенье мы, как я уже сказала, на море не поехали. Мы съездили на рынок, конечно же, как всегда, каждую неделю. Еженедельная закупка продуктов. Конечно же, накупили кучу фруктов и овощей, как вы уже знаете. Я просто фанат этого, и это у меня всегда должно быть дома. Потом что мы сделали? Мы приехали домой, отдохнули после рынка, потому что это очень выматывающее мероприятие. Но вот, кстати, вчера мы на рынок поехали пораньше, где-то, наверное, где-то в 11:30, вот так вот мы поехали на рынок, мы позавтракали дома и поехали. И там было намного меньше народу, намного более свободные были ряды торговые на рынке, и спокойно было как. Поэтому мы достаточно быстро управились, мы сделали такую же большую закупку, но в 2 или в 3 раза быстрее. То есть, в принципе, не очень сильно вымотались, но из-за того, что жарко, то нам, конечно, захотелось немножко дома отдохнуть, охладиться, прийти в себя. Вот, потом мы поехали потом в разные магазины. Я хотела посмотреть домашнюю одежду летнюю, какие-нибудь пижамы, там шорты. Купила себе несколько позиций домашней одежды. Я купила 3 шорт, если быть точной, да, одни штаны, и все, в принципе. Потом мы поехали, покушали в Макдональдсе. Нас немножко разочаровал вчера Макдональдс тем, что мы заказали бургер Мак Криспи, это куриный бургер. Мы взяли 2 комбо. Там вот эта панировка куриная, она была настолько сильно зажаренная, что она была очень хрустящая, чересчур. Ну и, в общем, нам немножко сложно было это кушать, но ничего, в принципе, все равно было вкусно. Мы поехали уже домой, когда все сделали, и дома меня посетила идея приготовить домашний Биг Мак. Не знаю, я решила, что я соскучилась по Биг Маку и посмотрела в интернете, как делается соус Биг Мак. Оказывается, там все очень просто, все продукты у меня были дома, вот, и я вчера предложила мужу сделать бургеры на ужин, точнее, я ему рассказала про соус Биг Мак, он говорит, что давай сегодня сделаем на ужин бургеры, вот, он быстро смотался в магазин, купил необходимые ингредиенты для бургера, для соуса у меня уже все было. Вот, и мы быстренько сообразили домашний Биг Мак, получилось очень вкусно, намного вкуснее, чем в Макдональдсе, поэтому в следующий раз хотим повторить то же самое, но только, у меня кнопка от микрофона чуть не упала, но только я хочу купить другие булочки для бургера, у нас, в общем, были такие достаточно плотные, здесь 2 вида булочек продается, я хочу более мягкие купить, потоньше, что ли, они, полегче. Вот, я думаю, что будет приближенно
к Биг Маку. В общем, сделали домашние бургеры, потом вечером уже поели фруктов, отдохнули, ну и все. Где-то в 11 уже я пошла спать, я уже очень вымоталась. Предлагаю переместиться на кухню и начать готовить мой любимый завтрак. Значит, завтрак у меня будет состоять из 2 тостов. Они у меня замороженные, поэтому я сейчас их поджарю на сковородке. Также у меня осталось со вчера 2 бюрейка с сыром и с картошкой. Я сейчас их тоже доем. Вот такие вот они. Я их уже готовила неделю назад, показывала вам в прошлом влоге. Также, как всегда, я нарежу себе свежих овощей. У меня свежие овощи присутствуют в любом приеме пищи. И еще у меня на тостах будет авокадо. Вот. Я его сделаю с солью и с перцем черным, вот, и на тосты. И на тосты с авокадо я еще положу 2 жареных яйца. Я пожарю яичницу. Такой вот завтрак у меня получится. О, шикарная авокадо. Я этот лайфхак увидела в ТикТоке. Просто выдавливаете авокадо из кожуры и все. Если он спелый, то он очень хорошо выходит. Вообще шикарно. И кожура вся пустая. Я кожуру от огурцов очищаю, потому что она очень плотная. Я так не люблю. Она вяжет рот. Поэтому я очищаю их. Тосты у нас уже готовы. Сейчас я буду яичницу делать. Так приятно, такая тишина с утра, никто на улице не орет, машины там никакие ничего не продают. Прям, ну просто прелесть. Такое не всегда здесь встречается. Так, сейчас, наверное, будет сильно шипеть яйцо. Да. О, даже стреляет. Все. Теперь выкидываем. Немножко соли и перца. Все. И закрываем. Так, теперь просто в авокадо сверху добавляем немножко черного перца и соли. Теперь просто вилкой разминаем это все в пюре. Ну, я уверена, что вы этот способ миллиард просто раз видели в интернете. Возможно, вы просто так же и кушаете на завтрак. Я просто обожаю авокадо, овощи. Я еще себе пару кусочков сыра положу, обычного желтого сыра. И вот так вот просто пюре из авокадо я кладу на тост. Вот так. Яичница уже готова, так что я ее сразу отправляю на тосты. Вот такая красота получается. Запах обалденный. И сейчас я хочу еще подогреть мои бюрейки. Надо заново огонь включить. Смотрите, какой мы тут сыр иногда покупаем. То есть он уже нарезанный на квадратики. Такой вот. Очень удобно. Сразу нарезанный, ничего не надо нарезать. Ровные слайсы. В общем, удобно. Единственное, его неудобно использовать, например, в пиццу. Или, ну, в макароны, наверное, удобно, а в пиццу все-таки я люблю вот так тертым сыром посыпать. Но все равно, если заморочиться и мелко нарезать, то можно и в пиццу добавить. В общем,
очень удобный вариант, вот. В общем, такой вот завтрак у меня получился. Еще овощи, я себе пару кусочков сыра положила. Я сейчас буду завтракать, и я желаю приятного аппетита всем, кто тоже сейчас кушает. После завтрака я займусь домашними делами. Я, кстати, хочу приготовить салат винегрет. Я уверена, что все знают этот салат. Вот, мне очень его захотелось. Я купила все необходимые ингредиенты и думаю завтра его приготовить. Вот его мы точно приготовим с вами вместе. Так что еще раз желаю приятного аппетита всем, кто кушает, и увидимся. Ну что, всем здрасте. И сейчас мы будем готовить с вами винегрет. Как я уже говорила, я все овощи, ну точнее то, что надо было сварить, я сварила. Все, в принципе, подготовила. И сейчас будем с вами готовить винегрет. Я его ела просто огромное множество раз, но готовить буду сама впервые. В принципе, ничего сложного, все очень просто. Я теперь из-за того, что на кухне очень жарко, переместилась в гостиную, потому что здесь работает кондиционер. И если мне не нужна, например, варочная панель, духовка или постоянная раковина с водой, то я все, что могу, я делаю теперь в гостиной под кондиционером, потом спокойно иду на кухню и доделываю уже всю готовку. Например, на прошлой неделе я жарила бюреки, я их заворачивала здесь, я подготовила начинку на кухне, пришла сюда и сидела спокойно под кондиционером, крутила бюреки, потом просто пошла на кухню, пожарила их быстренько и все. Потому что на кухне уже дышать просто нечем, там очень жарко, ветра никакого нет, поэтому приходится спасаться кондиционером в гостиной. В общем, я постаралась поставить нормальный ракурс, чтобы все более-менее было видно. Не знаю, у меня какая-то проблема с ракурсом в гостиной случилась. Непонятно, как все сделать, чтобы еще и видно вам было. Но вроде немножко будет видно процесс. Также будем болтать. Я предлагаю начать с самого простого. Это добавить зеленый горошек. Я знаю, что винегрет в основном делают без зеленого горошка. Я еще спросила у мамы с бабушкой, как они делают винегрет обычно. Они сказали, что горошек не добавляют. Но я пробовала винегрет с зеленым горошком, маринованным. Мне очень понравилось. Я много раз такой ела, и мне кажется, горошек никак уж салат не испортит. Так что добавляем. У меня вот такая большая миска из Икеи. Я сюда все добавлю, все нарежу, все смешаю здесь, потом, наверное, переложу в контейнер поменьше, потому что я столько салата не сделаю. В общем, высыпаем горошек. Вот. И я предлагаю начать резать сначала чистое, а потом уже дойдем до свеклы, картошки и так далее. Давайте тогда приступим к маринованным огурцам. Опять же, я знаю, что в винегрет добавляют соленые огурцы, но в Турции соленые огурцы найти не так просто. Как правило, продаются маринованные корнишоны. Такие вот средние, либо прям нормальные мелкие корнишоны. Поэтому я подумала, ну а почему нет? Маринованные огурцы добавляют в разные салаты, и это вкусно. Поэтому будем резать маринованные огурцы. В любом случае, специально за солеными я в такую жару никуда не побегу. Рассказывайте, любите ли вы винегрет? И какие вообще салаты вы любите? Я вот салаты очень сильно люблю, различные. Ну, конечно же, селедка под шубой, оливье. Это просто самые любимые салаты для меня. Дальше, наверное, будет идти салат бонита, кстати, я в этом году попробовала, мне понравился. Грибная поляна. Также люблю рыбный салат. Он идет рыба, консервы какие-нибудь любые, на ваш вкус. Отваренный рис, лук репчатый и яйцо. Все, и майонез. Очень вкусный салат. То же самое я делаю и с тунцом. Тунец я делаю как начинку на бутерброд. То есть это просто тунец из банки. Отвариваю яйцо, режу репчатый лук, и мне нравится добавлять свежий огурец. Вот. Все это с майонезом тоже. Можно со сметаной, кстати. Я со сметаной пробовала. Вполне себе вкусно. Мне не всегда нравится очень сильно импровизировать с салатами, потому что они не всегда, к сожалению, вкусные получаются. Как правило, люблю в этом плане придерживаться не то чтобы классики, но каких-то логичных комбинаций продуктов. Потому что иногда вроде звучит прикольно, выглядит прикольно, а на вкус ерунда какая-то. Я также еще на кухне параллельно готовлю турецкий нут с говядиной и с томатной пастой.
Там все очень просто, за исключением нута, если он у вас заранее не приготовлен. Обжариваете лук, потом обжариваете кусочки говядины до полного испарения сока говядины. Примерно как для плова, вот если делать. Потом заливаете немножко водой, все это тушите, то есть говядина должна протушиться до полной готовности. У меня на это уходит часа 2. Потом добавляете томатную пасту и сваренный нут. И все, и тушите потом, ну, чтобы томатная паста стала более светлого оттенка. Добавляете соль, перец, немножко сахара и вуаля. Турецкий нут с говядиной готов. Пишите в комментариях, как проходят ваши дни. Надеюсь, что у вас все хорошо. Мои дни, в принципе, проходят хорошо, спокойно. Сегодня с мужем планируем поехать погулять вечером после ужина в один парк. Это, конечно, от нас другой конец города немножко. Но я думаю, что вечером, где-то после 8:30, уже такого сильного трафика не будет на дорогах. Поэтому я думаю, что мы нормально доедем. Я закончила, теперь я хочу порезать репчатый лук. Репчатый лук у меня уже очищенный, я предварительно почистила, чтобы сейчас время на это не тратить. Абсолютно все овощи мы режем мелкими кубиками. Ну, по крайней мере, винегрет нужно резать мелкими кубиками. Я пока что сделаю половинку, потом посмотрим, но я думаю, что этого хватит. Вы обалдеете, когда я вам покажу размер свеклы, которую я купила на рынке. Но я подумала, что, может быть, я еще из нее что-то сделаю, не только этот салат. В итоге, так как я все овощи варила в мундире, то свеклу я не стала резать, чтобы не было вот этого разреза без мундира, и я ее все отварила. Поэтому я сейчас ее использую, и, наверное, потом какой-нибудь салат, может быть, просто свеклу с чесноком и с майонезом сделаю. Или, ну, что-нибудь такое, посмотрим. Может быть, какой-нибудь салат тоже. Теперь переходим к морковке. У меня, знаете, как-то так получается, что я снимаю влог, например, воскресенье и понедельник, или воскресенье, понедельник, вторник. Вот, например, 3 дня. И именно эти дни. Потому что потом я занимаюсь монтажом влога. Например, либо я в среду монтирую, либо я в среду отдыхаю немножко, а в четверг монтирую влог. При этом получается, что я снимаю мало рутины. И вот даже не знаю, как организовать свой график съемок и отдыха, так, чтобы вроде как и показать хочется что-нибудь интересное вам, а вроде как не могу определиться, как мне все это выстроить. Ну, в общем, не знаю. Пока что как-то у меня получается каждый раз, что я к вам выхожу и говорю: сегодня у нас воскресенье, сегодня у нас понедельник. И так каждый влог абсолютно. В другие дни у меня тоже что-то происходит, конечно, но я в эти дни обычно монтирую, и когда я монтирую, я одновременно не снимаю. Не знаю, как-то, чтобы не перегружаться, что ли. Так, морковку одну нарезала. Я буду добавлять 2 морковки, 2 картошки. И учитывая размеры свеклы, которую я купила, то половинку свеклы, я думаю, будет достаточно. Я хочу сразу сделать побольше салата. Я, например, делаю относительно немного, он быстро заканчивается, а мне потом еще хочется. И так как этот салат не майонезный, то чуть-чуть побольше сделать, ничего страшного. Теперь переходим к картошки. Естественно, у меня все уже почищенное, помытое, почищенное. Ой, у меня сегодня что-то так голова болит, прям не могу. Вроде бы с утра все было хорошо, я потренировалась, как всегда, позавтракала и там поделала домашние дела некоторые, подготовила овощи, я с утра их варила сегодня. И потом у меня так голова разболелась, даже не пойму от чего. Вроде на улице не пасмурно. У меня иногда на погоду реакция. Но я все равно вышла к вам, чтобы вместе с вами снять, как я готовлю винегрет. Тем более я обещала. Вот. Да и одной мне было бы скучно. С вами мне готовить интереснее. Сегодня... я только вчера вечером мужу говорю, что какой вчера тихий день был. Я спокойно поснимала с утра видео. Кто не орал под окнами, дети не орали. Там, не знаю, тут очень часто дети орут, как ненормальные. Никто за ними не следит. Плюс у нас здесь вечная стройка везде. Новые апартаменты делают. Но это просто бесконечно. Они одни закончат, вторые начинают. И всегда это, естественно, все рядом происходит. Но вчера так тихо было, так хорошо, так спокойно. А сегодня с самого утра они долбят, дрель там работает, ну, может, не дрель, перфоратор. Скорее всего, это перфоратор, потому что так звук может доноситься именно от перфоратора. И сегодня прям совершенно неспокойный день. Вот сейчас 2 часа дня, я режу салат. Ну, я сейчас уже дорезаю картошку, осталось только свеклу порезать, и все.
До ужина этот салат будет настаиваться в холодильнике. А теперь вы готовы увидеть размер свеклы? Больше, чем моя ладонь. Это вот такую свеклу я выбрала на рынке. Ну, я сейчас, наверное, половинку отрежу. Красная свекла. Но единственный нюанс турецкой свеклы, она не такая сладкая, как у нас в СНГ. Обычно, когда я из свеклы что-то готовлю, я добавляю сахар. Я пытаюсь очень аккуратненько разобраться со свеклой. У меня белый обеденный стол, как вы можете видеть. На мне светлая рубашка, поэтому очень не хотелось бы это все заляпать. Сейчас я буду как-то порционно это все резать, аккуратненько. Я еще, конечно же, взяла самую маленькую доску, которая у меня есть. Просто она моя самая любимая. Мне удобнее всего на ней резать. Так, теперь начинаем резать. Она полностью у меня сварилась, проварилась, так что она мягкая. Все хорошо. Вы знаете, я порезала пол свеклы, как будто бы ее мало здесь. Да, прям совсем. Я, наверное, сейчас еще буду резать. Я, конечно же, заляпала стол, естественно. Вот, пожалуйста. Естественно, ну, по-другому я и не представляла, в принципе, готовку. Это же белый стол. Ну, был бы он черный, на нем не было бы... На него бы ничего никогда не упало. Но если ты готовишь на белом столе, ну, его обязательно надо заляпать. Хорошо, что взяла большую, видите, половинки даже мало. То есть, если я взяла бы небольшую свеклу, мне ее было бы мало. Напишите, кстати, в комментариях, как готовите винегрет вы. Я знаю, что некоторые добавляют зеленое яблоко тертое. Также некоторые добавляют квашеную капусту. Еще я хотела купить укроп, чтобы добавить немножко укропа в винегрет, потому что я это тоже люблю. Но я благополучно про него забыла. Я все порезала. У меня все уделано в этой свекле, естественно, как и мои руки. Так как у меня здесь нет раковины, я сижу в гостиной, то мыть мы сейчас все будем влажными салфетками. Я потом еще помою здесь, конечно, нормально, но хотя бы так протереть. Как будто здесь ребенок поделкой занимался, вот правда. Все уделано вообще. Я так и думала, в принципе, что так будет. Одежда у меня чистая, это хорошо. Так, теперь я хочу перемешать наш салат первично, но пока без масла, без всего, просто с вами вместе. В общем, вот так мы с вами быстренько нарезали салат-винегрет. Сейчас я его перемешаю. И я уже на кухне его заправлю солью, маслом, перцем. Я уже на видео не буду делать, потому что на кухне там очень жарко. Я только-только выключила плиту с нутом, который готовила вот на ужин. Я там сейчас не хочу особо ничего снимать, если честно. Там просто нечем дышать. Поэтому сейчас просто с вами тут быстренько все перемешаю и все. Запах обалденный. Просто я бы сейчас вот... Знаете, я настолько люблю винегрет, особенно холодный. Мне вот дай вот эту миску, дай хлеба свежего, черного или белого. Но я с черным очень люблю. И ложка, я просто ложками буду его кушать. Я, наверное, сейчас не удержусь, и когда я его перемешаю с маслом и с солью, я немножко себе положу и съем, потому что, ну, очень уж вкусно пахнет. Вообще салат получился просто обалденнейший. Вот. Надеюсь, что вы тоже готовите всякие вкусности и вкусные салатики. Те, кто будут кушать, желаю приятного аппетита. Ну что, на этот влог я с вами прощаюсь. Вот такой влог у нас получился. Домашний, завтрак, готовка салатика. Буду стараться больше снимать вам рутины. Мне нужно просто определить для себя, что я готова снимать, что, по моему мнению, было бы интересно. А там уже надеюсь на вашу активность в комментариях. Оставляйте лайки, пишите комментарии, проявляйте активность, если вам не сложно. Если хотите, чтобы я вам что-то показала определенное, или у вас есть какие-то вопросы, то задавайте в комментариях. Я на все буду вам отвечать с большим удовольствием. Также хочу поприветствовать новых подписчиков, которые постепенно добавляются. Спасибо вам большое, что подписываетесь и остаетесь со мной. Также спасибо большое всем моим зрителям, которые меня смотрят, которые остаются со мной. Для меня это просто бесценно. Я ценю всех и каждого. Спасибо вам большое. На этот влог я с вами прощаюсь. Желаю вам чудесного настроения и отличных дней. И увидимся с вами в следующем влоге. Пока!